нашей конференции начинаем мы нашу сессию, второй круглый стол. Мы, исходя из программы, предлагаем сейчас подискутировать и поразмышлять о некоторых правовых проблемах, которые нам кажутся сейчас актуальны. Конечно, мы не можем охватить все, но очень многие проблемы, которые сейчас стоят на повестке дня, и из практики, и из судебной практики, мы видим, что подходы и, в общем, доктрина правовая, и подходы судов иногда спорные, на наш взгляд. И именно поэтому мы вынесли некоторые вопросы, которые уже наши коллеги в предыдущих сессиях отчасти затронули, и мы хотели дальше продолжить. Со своей стороны мы пригласили итальянских коллег, которые представят свой взгляд не только правовой, но и практически, как регулируются у них те же самые вопросы. Они несколько имеют другое правовое регулирование, практику применения. И этим и будет интересно, потому что, возможно, мы можем что-то позаимствовать и также внести, может быть, какие-то изменения в свою правоприменительную практику законодательства. Со стороны российской, так скажем, правовой системы, значит, буду представлять информацию я, Николаева Наталья, партнер юридической фирмы «Градийские партнеры». Со мной будет Ярослава Горбунова из Санкт-Петербургского офиса «Градийские партнеры», юрист, наш старший юрист, и Мальцев Никита, это юрист московского офиса. Никита еще любезно согласился нам помочь с переводом итальянских коллег. Вот. И сейчас я передаю слово Matteo, который представит своих коллег из юридической фирмы «Юрис и партнеры», которые очень профессионально завели очень много дел в области Art Law и имеют большой опыт. Мы вели даже один совместный проект, поэтому рада, что они смогли поучаствовать хотя бы онлайн с нами и поделиться своими мыслями и идеями. Matteo and colleagues, hello. You are welcome. Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Right, yes, we can hear you. Everything is fine. So, Matteo, may I ask you to introduce yourself and your colleagues, please? Sure. Well, thank you. First of all, thank you very much to Natalia and to Gorodisky for today's invitation and involvement. We are very honored to, enjoy this invitation. We understand it is a very important anniversary for your firm, and of course we are happy to deliver to you and to all your guests today some contents and an overview on what is happening in Italy with reference to art law. I don't know if you need to translate whatever I say. Yes, probably could you give me a minute and I'll translate your welcome speech to the audience. Matteo приветствует всех нас, очень благодарит за приглашение, выражает слова благодарности Наталье, фирме «Градийские партнеры». Понимаю, что это большая дата для нас, юбилей нашего филиала, поздравляет нас всех с этим и говорит, что это большая честь выступить на нашей конференции и рассказать о правовом регулировании вопросов в сфере искусства в Италии. I just want to add a few words on our firm. We are an Italian law firm operating worldwide, and we do have several practice areas, and in recent years we established a practice on art law and on IPR law, which are strongly connected one way or another. And we assist Italian museums and institutions involved in art and culture, and we also assist entities selling and trading their artworks, as well as investors, international, foreign investors, and Italian investors willing to invest in artworks.
Я хотел бы добавить несколько слов относительно нашей фирмы. Наша юридическая фирма имеет представительство не только в Италии, но и по всему миру. И не так давно мы стали активно развивать нашу практику в сфере искусства, Art Law, и также в сфере интеллектуальных прав. Нашими клиентами являются не только музеи, но и различные юридические лица, в том числе инвесторы, зарубежные инвесторы, которым мы также оказываем услуги. And since I know we have to cover many areas today, and your works are going to be very long, I just want to take the opportunity to introduce to you very quickly Alberto Contini, who will provide an overview on copyright, creativity, artificial intelligence, legislations and case law. We will then have Andrea Polini providing you with some insight on street art, how it is regulated according to Italian law, and I will wrap up our contribution today with an illustration of a couple of case studies we would like to share with you in the area of art law. Пользуясь случаем, я бы хотел представить моих коллег. Это Альберто Контини, который расскажет нам общий такой обзорный доклад, который посвящен авторскому праву, искусственному интеллекту и современным технологиям, связанным с этим. Далее будет доклад моего коллеги Андреа Полини, который посвящен вопросам правового регулирования стрит-арта. Ну и в конце я завершу свой доклад несколькими иллюстративными примерами, такими кейсами, над которыми мы сейчас работаем, которые тоже относятся к нашей тематике. We are ready to begin anytime you're ready. Thank you, Matteo. Итак, переходим мы к первому вопросу, который мы хотели затронуть. Вообще, охраноспособность произведений и какие произведения должны или могут охраняться авторским правом или нет, вопрос, он такой дискуссионный уже достаточно долго, на эту тему все юристы, практики, правоведы рассуждают. И сегодня Марина Викторовна тоже упомянула о том, что почему нужно нажатием одной простой кнопки на фотографии сделать некое произведение искусства или произведение, так скажем, фотографическое, которое должно охраняться в при полном объеме, как оно охраняется, например, так скажем, произведение Айвазовского. Ну, допустим, мы видим здесь картину великого художника, мариниста, российского мариниста Айвазовского, где он очевидным образом приложил максимум творческого труда для того, чтобы вообще создать этот шедевр. Таких шедевров много. Либо мы видим, например, картину другого мариниста. И, казалось бы, здесь уже ставят вопрос. Вы думаете, что здесь есть какая-то художественная такая высокая ценность этой картины? Или это что-то такое из области достаточно примитивного искусства, и должна ли она охраняться в той же степени, как и картины таких великих художников, которые признаны уже произведением великого искусства? И наше законодательство говорит, что да, все будет охраняться именно так и одинаковым равным образом, независимо от достоинства, назначения, способа выражения любого произведения. Создать ты хоть, так скажем, некое поля-моля, так скажем, и все равно это должно, вот в данном случае девушка волосами что-то изображает, несет какой-то, может быть, даже символизм в этом, однако, тем не менее, она претендует на то, что и это ее полотно должно обладать тем же объемом защиты и охраны, как и другие произведения. Вопрос с фотографиями сейчас встает все больше и больше. Как раз-таки фотографии обостряют или более подчеркивают актуальность этого вопроса. Почему фотографы наши, которые фотографируют некие текущие события, происходящие на улице, в данном случае станцию метрополитена, почему они просто нажатием, простым техническим средством нажатия на камеру своего фотоаппарата должны получать также исключительное право на это произведение и пользоваться всеми правами, включая и правом взыскивать компенсацию. В данном случае мы представляли в этом деле ответчика, которому была предъявлена претензия на основании использования этой фотографии. И суд, отчасти снизив размер взысканной компенсации, все-таки присудил эту компенсацию и признал
добился такого момента, ну, все его организационные моменты, весь, так скажем, не творческий, а псевдотворческий труд, он состоял в том, чтобы вот попасть в момент, где станция будет безлюдно, и сфотографировать и зафиксировать реальный объект из нашей жизни. Вот почему это тоже должно обладать охраноспособностью такой же, как и есть. Мы сейчас не пойдем в юридические дебри, судебную практику и не будем сейчас разбирать, как говорится, досконально в деталях эти юридические вопросы. Не задача нашего сегодня круглого стола. Хотелось обозначить много проблематики, которая актуальна сейчас, а потом уже можно было бы из этого развить дискуссию. Другое дело, когда фотографы создают действительно произведение, на мой субъективный взгляд, в частности, компания Pirelli, которая производителем является шин для автомобилей. Они создают ежегодный каталог, куда они включают фотографии, создаваемые режиссерами. В данном случае здесь был на тему Джульетты, приглашены известные личности, была постановка этой фотографии, как вы видите, вот на одной из, где тут были поставлены свечи, значит, наряды определенные выбрано освещение, потом эта фотография, которая уже пошла в каталог, явным образом была каким-то там отредактирована, видоизменена, и в итоге получается, на мой взгляд, действительно произведение, которое в нем творческий вклад фотографа явным образом прослеживается. Естественно, такая фотография, конечно, должна охраняться авторским правом. Тогда давайте спросим коллег, действительно такая же ситуация в Италии. Альберто? Good morning, everyone. It's a pleasure for me to deliver my speech in front of such a public. And the scope of my speech is to provide you with a very high-level overview on how Italian law deliver and manage copyright with reference to artworks and other kind of artistic work, such as architecture work and pictures. The first thing that you have to consider that according to Italian law, when it comes to copyright, we have to consider that the right arises without any formalities. No registration is needed, and no formalities is required, and just the creation of the piece of art consent to obtain a right, copyright on the work. Alberto, I apologize for interrupting. Sorry. Could you please give me just a minute for the translation? Альберто приветствует всех нас на конференции и говорит о том, что его доклад будет посвящен общему освещению вопросов развития авторского права в Италии, в том числе на объекты, на произведения литературы, науки, литературы и искусства, на произведения искусства в частности. Вот. И доклад в целом будет такого общего характера, и одной из таких особенностей, которые стоит выделить в самом начале, это то, что право, авторское право возникает также без необходимости соблюдения каких-либо регистраций или иных формальностей. То есть оно возникает с момента создания произведения. Yes, and the only requisite requested by Italian law in order to provide protection to copyright is the fact that the work of art has to have the so-called creative character. И второе условие, sorry. No, please. И второе условие, которое требуется, это помимо того, что необходимо это создание без каких-либо формальностей, вторым условием является то, что работа должна обладать так называемым творческим характером, то есть быть выражением творчества автора. Which according to the most relevant case law here in Italy, it comes, we have creative character when the artistic work is original, which means that it's not copied by anyone else who makes before a similar work of art, and the fact that the artistic work has to be an expression of the artist, which means that you have to, the artist, in order to
provide an artistic work as to think and to make an expression of his personality inside the work of art. То есть основным условием является то, что работа не должна быть скопирована, то есть она должна быть оригинальной, должна быть выражение творчества артиста. Yes. Отражение его персональной творческой натуры работы. Yes, and for example, when it comes to artistic work that needs, for example, also techniques such as the photograph, where the artist has to choose the object of his photo, but then has also to study under a technical point of view how to take the picture. In order to have this creative character, the person stated that the intellectual activity must be preponderant over material technique, which means that the expression of the personality of the artist has to be more important than the simple technical needs for obtaining the work of art. Это же правило касается ситуации, когда автор использует различные технические средства, как, например, фотографии. То есть он может, во-первых, выбирать, каким образом он будет использовать эти технические средства. И судебная практика также показывает, что вот эта творческая составляющая, это выражение личности автора должно преобладать над технической составляющей. The only kind of work of art which has to have a further requisite in order to be protected as copyright are the so-called design works, which is very important, for example, for fashion industry and furniture industry, because for this kind of work of art, let's think about the very famous art land of Castiglioni Brothers, which is a real piece of art in the furniture industry, in the Italian furniture industry. In order to be protected under copyright, this kind of work has to be also to need also the so-called artistic value, which is considered to arise when, for example, these kind of work are exposed in museum or reviewed by critics of the specific work of the specific industry. Отдельным образом стоят произведения дизайна, которые требуют также иметь так называемую творческую ценность этих произведений, которые являются условием возникновения авторских прав. Yes, but you have to consider that apart from copyright, we have also the so-called relative rights, which is something less wider than provide a protection less wider than copyright, and it covers non-artistic work, such, for example, non-artistic photograph. In this case, the requisite of creative character is not required. But in any case, in order to obtain this kind of protection, you need to comply with very small formalities, such as providing the name of the photographer or the year of the photograph, and placing some sort of watermark on the picture itself in order to obtain this smaller kind of protection. Помимо авторских прав, в итальянском законодательстве также присутствуют так называемые смежные права, которые распространяют свои действия на так называемые нетворческие фотографии. То есть эта охрана значительно уже, чем в случае с объектами авторских прав, и требуется для законного использования соблюдения некоторых формальностей, таких как указание автора, к примеру, фотографии. Тем не менее, то есть здесь нет в целом в отношении вот этих объектов смежных прав требования так называемого творческого характера. Of course, the difference between artistic photographs, which are protected by copyright, and non-artistic photograph is that amounts to the fact that non-artistic photograph as simply as an object, as they are simply the reality of the nature, for example, a panorama or an object or people in a place, and therefore the
as I can say, the technical part of the work is prominent against the artistic value of the photography, which is instead it is essential for copyrighted photograph. Надо различать вот эти вот нетворческие фотографии, которые отличаются в своем регулировании от творческих фотографий. Andrea, I'm sorry, Alberto, could you please clarify once again the difference, well, the main points regarding the difference between non-artistic and artistic photos? And yes. Could you make it a little bit shorter, because I forget a little bit. The main difference is the fact that non-artistic photograph cover only simply pictures which have as an object non-artistic content, but the reality of the nature of some people that are acting in their life. То есть так называемые нетворческие фотографии, они охраняют только изображение, что ли, того, что на них присутствует, допустим, какие-то объекты природы или людей, которые есть на этих фотографиях. Okay. And in the last years, here in Italy, the case law focused a lot on the protection of copyright on works generated by artificial intelligence. Последние годы, I'm sorry. В последние годы судебная практика в Италии очень много фокусировалась на вопросах авторского права в отношении объектов, созданных искусственным интеллектом. The main issues when it comes to work created by artificial intelligence here in Italy are basically two. Основными вопросами, которые возникают при анализе, в общем, вот этих объектов, созданных искусственным интеллектом, являются следующие. If you remember when we said that before that in order to obtain protection on copyright, the work of art must be an expression of the creativity of the author, and therefore the issue is, but if the piece of art is made by a machine, an artificial intelligence, can we say that there's an expression of the creativity of the artist? And the Supreme Court here in Italy stated that yes, it is possible, and therefore you can protect a piece of work made by artificial intelligence when the input provided by the artist is prominent, is more important than the output made by the artificial intelligence system. И Верховный суд Италии относительно вот этих условий для охраноспособности объектов, созданных искусственным интеллектом, сделал следующий вывод о том, что и в случае, когда тот или иной объект создается при помощи искусственного интеллекта, ему так или иначе все равно может быть предоставлена охрана в качестве объекта авторских прав, при условии, что творческая составляющая при работе над объектом, то есть творческая составляющая автора преобладала над технической, так сказать, составляющей, созданной искусственным интеллектом. In concrete, we can say that if the artist asks to artificial intelligence software to provide him with a picture of a woman with a flower in his hand, probably this is not a copyrighted work. Например, если кто-то просит искусственный интеллект создать простое изображение, допустим, женщину с цветами в руках, то, скорее всего, это не охраноспособный объект. Why, if the artist says to provide the artificial intelligence system to provide him with a picture of a woman having a flower in her hands, but with a certain kind of light, with a certain kind of dress, and also maybe asking the artificial intelligence to elaborate the picture in order to provide a special artistic effect, then we can say that this kind of picture, even if generated by software, could be a copyrighted work. Допустим, однако, обратная ситуация, если мы просим искусственный интеллект создать какое-то изображение, допустим, тоже изображение женщины с цветами, но при этом даем дополнительные условия, допустим, особые условия освещения, там, иные условия какие-то, которые мы дополнительно нагружаем в нашем запросе к искусственному интеллекту, то вот в таком случае
таком случае возможно уже сделать вывод о том, что этот объект будет охраняться авторским правом. In simple words, once again, you can claim for copyright when the input of the artist, of the man, is prominent, more important to the output provided by a software. Другими словами, еще разок, вывод следующий, что тот или иной объект может быть охраняем авторским правом в том случае, если творческая составляющая преобладает над технической составляющей при его создании. Finally, the last topic of my speech is how the Italian system implemented the European directive on copyright. In particular, the Italian copyright law was modified in 2021 in order to ensure to comply with the European directive, providing a lot of news, as I can say, concerning, in particular, the protection of the content of newspaper publication on the internet, for example, and provided a lot of new exceptions and limitations to copyright in order to provide more free use, fair use, let's say, to the copyright. И последний пункт, так сказать, в моем докладе будет посвящен имплементации в итальянское законодательство, закон Италии об авторском праве в 2021 году, европейской директивы по авторскому праву 2019 года. И основными моментами являются следующие. Alberto, could you please repeat the main points regarding the main point, the three main points, the one on which I would like to focus my speech is the responsibility of internet service providers, such as social networks and such as Facebook or YouTube, in the use of copyrighted works made by the user. Одним из основных изменений является возможность для интернет-сервис-провайдеров, в России мы еще иногда называем информационным посредником, использовать объекты, созданные пользователем, которые также охраняются авторским правом. Под интернет-провайдерами имеются в виду какие-то там социальные сети, вот, Facebook, YouTube и прочие сервисы. And in particular, now Italian law clearly says that also these huge companies can be responsible for copyright infringement made by their user. И самое главное, что сейчас итальянское законодательство говорит о том, что такие компании также могут быть привлечены к ответственности за незаконное использование объектов, если это использование осуществляется пользователями. If they fail to comply with certain standards of good faith, let's say, provided by the law. In particular, they must provide, in order not to be responsible for copyright infringement, they must provide to have made everything which is possible in order to prevent the infringement, and as soon as they are informed of infringement, they must take down the relevant act of infringement and make everything they can in order to avoid further infringement. В частности, одним из основных условий для того, чтобы указанные лица могли избежать ответственности, привлечения к ответственности за нарушение прав, является их необходимость соблюдения добросовестного поведения после того, как они узнали о нарушении своих прав. В частности, как только они узнали о нарушении чьих-то авторских прав, они должны удалить запрещенный контент и таким образом, в общем, выполнить вот это условие, приложить максимум усилий для того, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение прав. That was just a very, very quick overview on this most important topic of copyright here in Italy, and of course I'm available for any questions or that. Это было такое самое общее, самое приближенное описание того, какие наиболее важные и интересные вопросы сейчас происходят в авторском праве в Италии. И Альберто будет рад, в общем, вашим вопросам, если они есть, пожалуйста, задавайте. Мы тоже постараемся, соответственно, также перевести, может быть, получим обратную связь.
So we do not have questions right now, so thank you, Alberto. Let's... You're welcome. Yes, okay, thank you. Есть вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день, да, меня зовут Никита, компания «Открытый контакт», мы IT-компания, вот, занимаемся разработкой программных обеспечений и в области как раз-таки базы данных, вот, наверное, объектов культурного наследия. И на самом деле вопрос, я так подозреваю, стоит очень остро с правом, да, на, соответственно, искусство, авторское право, потому что 100 лет назад только художники привилегированные, да, слои населения могли творить. Теперь фотографию может делать кто угодно, а в современном мире уже и машины, да, начали делать искусство. И мне кажется, что самое правильное решение в этой ситуации – это приравнять, так сказать, все возможные результаты творческой деятельности человека и машины и просто уже считать, как бы сказать, популярность того или иного используемого объекта. То есть я думаю, что, как сказать, как можно отличить удачную фотографию от неудачной, как можно заранее сказать о том, что там искусство было сделано с долей творчества или без нее. То есть такой у меня вопрос. Какие инструменты используются и в каком направлении двигается решение этого вопроса? Спасибо. Это не вопрос к Альберто, это, я думаю, вопрос больше ко мне, поэтому я позволю себе ответить на этот вопрос, прокомментировать его. Вы знаете, дело в том, что в этом-то вся и дискуссия, почему, на наш взгляд, вот этот вопрос был вынесен сейчас в рамках нашей конференции на обсуждение. Ведь подходы очень разные. Мы, как юридическая фирма, участвуя в различных конференциях международных, мы слышали подходы и от наших коллег, и очень-очень разнообразные. Где-то присутствует концепция и доктрина та, которую применяют у нас российские суды в большинстве случаев, хотя тоже не факт и не везде. Суды априори говорят, что любое некое выражение произведения является охраноспособным с точки зрения авторского права. Это первый момент, в том числе и фотографии. Но, тем не менее, большинство судов подходит, как написано в законе, и эта концепция, в принципе, идет из Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которая, как бы, право принималась в XIX веке, и действительно тогда то разнообразие технических средств для выражения некого там произведения, некого там творческого контента, я бы так назвала, оно было минимизировано, эти средства, они были минимальны. Поэтому сейчас, развиваясь далее, вот это вся технологические все процессы и искусственный интеллект, мы понимаем о том, что, как применять эту норму, которая есть. Либо идти по пути итальянского законодательства, ввести некое разделение, водораздел между все-таки объемом правовой охраны, предоставляемым авторским правом, или объемом как смежных прав. Извините, у нас изготовитель базы данных получил некие смежные права относительно недавно. И теперь есть такое смежное право, которое уже даже в правоприменительной практике защищается, да, и уже есть известные очень громкие дела. Другое дело, когда мы говорим о том, что вот эта охрана и творчество, о том, что вы говорите, приравнять искусственный интеллект, что он создает. И здесь, на мой взгляд, два основных момента. Первое. Все говорят о том, с чего и начинаем. Охраноспособно ли то, что создает искусственный интеллект? Вот это пример того, что создал искусственный интеллект. А на основе картины, то есть у нас Ян Вермеер, девушка с жемчужной сережкой. И вот, значит, был задан ему запрос, на основе этой картины вот создано некое произведение более четкого изображения, с волосами, как на фотографии, с сережкой и так далее. То есть узнаваемо, естественно. Вы считаете, что это может быть самостоятельным произведением охраноспособным? Я без микрофона отвечу. Я думаю, что картину слева, да, я бы с удовольствием бы наблюдал бы и повесил бы у себя дома и ходил бы ее смотреть. А
право в жизни бы никогда даже бы не распечатал, лайк бы не поставил. Это мое субъективное мнение. Но с точки зрения информации, которая мне дает и та картина, а любое искусство — это способ передачи информации все-таки, я не вижу между ними разницы. А я вот думаю, что какой-нибудь профессиональный искусствовед сейчас бы вам бы, не знаю, особо не нашел, как бы возразить. Конечно, нарушена там композиция, гамма, цвета, расположение, может сережка будет. Ну, то есть я понимаю, о чем идет речь прекрасно. Но и то несет информацию. Вопрос о качестве информации, которую несет, например, оригинал, да, говорит мне о настроении, каких-то тонких чувствах, палитры, которые, да, недоступны в картине справа. Но картина справа говорит о другом наборе информации, может быть, намного более узком, примитивном, но это передача информации. А это значит, это имеет... Вольнодумие ваше, конечно, мне очень тоже может импонировать, но не в данном конкретном случае, потому что я думаю, что у нас все-таки есть критерии, уже выработанные для того, чтобы признавать некие произведения искусства, некие нет, которые, конечно, может быть тоже отчасти субъективны, но тем не менее, еще один пример, пожалуйста, Венера Боттичелли. Здесь тоже с этим же искусственным интеллектом создано произведение. И, в общем-то, даже выражение лица, которое несет настроение, если мы рассматриваем информацию, которая заложена, да, в это произведение, оно тоже как бы очень сомнительно, потому что это то, что, ну, от оригинала далеко. Поэтому это первый вопрос, насколько охраноспособно то, что создает искусственный интеллект. Оно создает все равно из некого набора информации, которая уже кем-то заложена в эту базу данных, и как-то это все там перерабатывается. Ну, я уже молчу про вопросы переработки, мы чуть попозже сейчас об этом еще поговорим. Вот. Но вопрос второй, который с этим возникает. Кому принадлежат права? Но вот у меня на этот вопрос, когда идут дискуссии очень глубокие, у меня всегда возникает вопрос, зачем искусственному интеллекту авторские права? Для чего вообще, в принципе, так сказать, на эту тему сейчас так дискутировать? Ну, это мое тоже субъективное мнение, я как бы принимаю ваши, потому что, ну, есть действительно, возможно, какие-то изображения, которые создаются оригинальные, но все-таки концепция авторского права, я допускаю, может быть, есть отдельная возможность регулирования этих всех прав, но концепция авторского права – это творческий труд, интеллектуальный труд, ну, человека, выражение авторского, вот именно, как говорят, персоналии, да, то есть это автор несет то, что он хотел бы выразить там. Понятно, что средства разные, но человеческий труд должен превалировать над машиной. И в этом плане я очень солидарна с подходом итальянских коллег, ну, итальянского законодательства, которое проводит этот водораздел. Если мы фотографируем просто станцию метро и наносим на нее, а у нас иногда присуждают компенсацию без нанесения туда имени автора, пока еще у нас до этого уровня мы даже не дошли. И тем не менее, если мы туда наносим имя автора и показываем, что это моя фотография станции метро, и вы ее используете, да, вы можете какие-то иметь, ну, притязания как правообладатель, возможно, смежных прав, но уж, конечно, не должно это приравниваться к произведениям, которые очевидным образом созданы творческим трудом человека, и туда вложены большие усилия человеческие. И профессионализм, кстати говоря, это же всегда должно быть с какой-то степенью профессионализма того художника. Не все же художников признают произведения, ну, которые входят в музейный фонд, признают особо ценными объектами культурного наследия. Пожалуйста, да, вас спросите. А как тогда быть, например, с разработкой логотипов для компании? Вот недавно МТС проводил ребрендинг, и новый логотип разрабатывала компания. Ну, то есть это были люди, которые непосредственно делали новый логотип под задачи заказчика. Там был какой-то набор, прилагательных, там открытые, смелые, добрые, и они создавали новое. А потом какая-то группа энтузиастов, это есть история в интернете, идишь буквально там прилагательные, загрузил искусственный интеллект, и практически за бесплатно им выпали новые варианты логотипа, которые не уступали в принципе логотипу, созданному дизайнером за огромные деньги. Вы знаете, давайте мы этот вопрос оставим на кулуары, потому что время бежит, она у нас наша еще много что интересного впереди, поэтому это как бы немножко около нашей сейчас дискуссии вопрос. Двигаемся, давайте дальше. Давайте поговорим про... Да. Один маленький вопрос, но немножко в другом ракурсе на эту тему. Давайте пока на последний. Да, потому что мы очень по времени. Я могу постоянно здесь собрать.
заложит цвет, окружающий там среду, фон, тень, цветы там, и так далее, какие характеристики, и получится какой-то шедевр, который будет экранирован объект. Да? Кто будет иметь авторские права? Тот IT-специалист, который создал этот мозг, который создал этот объект, или тот, кто заложил конкретные условия применения этого. Alberta, we have a small, short question for you. Yeah. Regarding the works of artificial intelligence. Yes. Okay, so the question is, as we have said before, as an example of a work not protected by the copyright is when we create using the artificial intelligence some, simple images, like we say just like, a few words, like please create us like a woman with flowers. However, if we use different complicated characteristics regarding lights and probably some other issues, we could create an object protected by copyright. So, is it correct? Is my understanding correct? No, of course it was just an example. Okay, yeah. I mean, what the Italian case law focused on was as you can say, the quality of the input provided by the artist. So if the input, the instruction provided to the software in order to obtain as an output, I'm sorry for interrupting. Well, I didn't finish. So the real question was. Okay. So and the question is, who would be the copyright owner? Okay. This is a very. So we have two options here. We think that we have two options here. The first option is the copyright holder of the software. The owner of the artificial intelligence should be the copyright owner, or the user who used the artificial intelligence should be the copyright owner. So maybe you could share us your thoughts on this. Let's start from the fact, in order to consider that it is very important to manage this issue with contracts, with agreements. If you take a look, for example, to the general terms and conditions of ChatGPT, which is one of the most well-known software of artificial intelligence, it clearly said that the owner is the user. Смотрите, Альберто предлагает этот вопрос решать, исходя из пользовательского соглашения, которое есть, которое имеется в отношении этого сервиса. И в качестве примера приводит сейчас самый популярный нейросеть ChatGPT, и в их пользовательском соглашении явно следует, что автором будет пользователь, который, соответственно, вводит какой-то запрос в систему. То есть нейросеть не будет иметь никаких прав на созданное. Они с этим согласились, составив такое пользовательское соглашение. Yeah, so maybe you have something to add? No? Yes, of course. My suggestion, therefore, is to manage with contracts this issue. However, if no agreement is taken, I think that the issue could be solved again with reference to the quality of the input, which means if the user, the artist, provide a lot of inputs in order to create, to let the software to create a piece of art, it can claim the ownership on this work. Однако в ситуации, когда у нас нет какого-либо соглашения, Альберто предлагает руководствоваться теми же принципами, о которых мы говорили ранее. То есть, если сам по себе поисковый, я его называю поисковый запрос, пользователя был довольно простой, то тогда авторство сохраняется за создателем искусственного интеллекта, нейросети. Если же пользователь вложил большой творческий вклад, опять же, путем составления сложного, уникального запроса, то тогда авторство следует признавать за пользователем. On the contrary, if the output is basically fully provided by the software, I think that the developer of the software of the artificial intelligence can claim the ownership of the copyright work.
да, как я уже сказал, наоборот, если, в общем, запрос был очень простой, то авторские права должны быть за разработчиком, который создал этот университет. And the relationship between input and output is very important, even if we think that on a world of artificial intelligence we can have a co-ownership of the intellectual property right. Ну, и тут надо всегда смотреть разницу вот эту между вкладом, который был в создание этого произведения со стороны пользователя, и результатом, который выдает машина. То есть в определенных случаях возможно рассматривать и вопрос соавторства в отношении такого рода объекта. And this could be very important, even not only for artistic work, but if you on the newspaper, I read just a couple of days ago that also a new vaccine was developed thanks to software of artificial intelligence. And therefore, the input, the quality of the input of the relevant data used in order to provide this solution would be the focus of the ownership of the intellectual property arising from that solution. Alberto, could you please clarify, not only the works of art can be Yes, of created, course, but because, only... yes, for example, I read on the newspaper that even a vaccine, a medicine, let's say, was created thanks to a software of artificial intelligence. And therefore, in order to understand who is the owner of such a technical solution, maybe a patent, let's say, the quality, the importance of the data, of the input provided to the software in order to have as an output the technical solution would be of high importance in order to clarify who is the owner of such an intellectual property right. Ну и стоит сказать, что вот этот вопрос о распределении авторства там, и исключительных прав на созданный объект, он важен не только в сфере создания такого рода произведений, которые мы обсуждали ранее, но и, к примеру, вот я недавно видел газете, что была создана вакцина с использованием искусственного интеллекта. И поэтому как бы, этот вопрос крайне важен. И однозначного решения мы сейчас не приведем, но тем не менее... Простите, да, дискуссия бесконечная. Это очень такая тема, которая нас затянет сейчас только обсуждать эту тему, а у нас очень много еще интересных тем.